Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, дело в том, что мы очень много проводили с вами ритуалов, посвященных Фортуне и другим богам удачи и процветания. И я говорила, что, как правило, боги удачи, они благоволят любому человеку, который к ним почтительно относится. И неважно, кто ты, раб или господин, они тебе помогут. Достаточно учтиво к ним обратиться, достаточно покорно попросить, и они обязательно помогут любому человеку. Они не будут смотреть на его социальное положение. Они не будут смотреть на его внешний вид, на то, насколько он умен или глуп. Именно поэтому Фортуна изображается с повязкой на глазах, то есть она не смотрит на социальный статус, на положение в обществе. Вот именно поэтому люди фартовые могут с нуля подняться до небес. А люди, родившиеся в очень богатых семьях, могут абсолютно не суметь вписаться в эту жизнь и после смерти родителей просто обнищать и уйти по миру. О чем это говорит? Это говорит о том, что достаточно любить, достаточно почитать, поклониться, попросить с покорностью, и обязательно боги удачи будут на твоей стороне. Но есть еще один бог, который дает эту удачу, этот удачный момент, который ты можешь уловить, потому что все в этой жизни зависит от удачного момента. Вот играл гитарист на улице, и удачно так уж получилось, что у одного очень знаменитого продюсера вот на машине слетело колесо, вот так вот случилось. И пока он вызвал людей, пока они начали делать, пока он поручил это все своему помощнику и пошел пить кофе, проходя мимо этого гитариста, на секунду встал и начал прислушиваться к его игре. Потом подошел и сказал: слушай, парень, вот мои координаты, позвони, приходи на прослушивание. И после этого этот гитарист стал мировой звездой. Он увидел в нем талант, нанял людей, нанял вокалистов, нанял тех, которые смогли у него этот талант развить еще лучше. Он понял, что этим человеком можно хорошо заработать и подняться, что это вот именно новое, свежее лицо, которое очень хочет мировая сцена. Так очень многие стали знаменитостями. Например, многие звезды итальянской оперы, не будем сейчас называть, но некоторые из них пели в метро, некоторые из них пели на улицах. И внезапно заметили их талант. Вот подвернулся счастливый случай. Видимо, мимо пролетал этот крылатый бог удачи. У греков есть два обозначения времени – хронос и кайрос. Хронос – это время. Хронология слышали, да? Хроника. То есть это все, что входит во время, в судьбу человека. То есть время, протекает время. Но кайрос – это счастливое время, момент. Такой момент во времени, который резко поворачивает судьбу в другую сторону. Кайрос – младший и один из самых любимых сыновей Зевса. Крылатый и с длинным чупом волос. Мы говорим: схватить удачу за хвост. На самом деле выражение изначально было так: схватить удачу за локон, за волосы схватить. И если кто успевал схватить Кайроса за этот локон, тот получал этот удачный момент. Но Кайрос не просто так раздает эту удачу. Кайрос раздает удачу заслуженную. То есть человек должен быть честен, он должен зарабатывать своим умом и своим трудом, и его труд должен быть созидательный. Если попросить у Кайроса удачный случай, чтобы улучшить момент, зайти на чужую дачу и обокрасть, он непременно не поможет. Потому что это не тот момент. Он справедливый бог, поскольку изображается с весами в руках.
это значит, что он справедливо дает удачу. Но если ты работаешь день и ночь, и ты понимаешь, что ну несправедливо так, я работаю, а благодарность другим, я делаю, а благодарность другим, и ты обращаешься к нему, и если ты понимаешь, что ты достоин этой удачи, этого удачного момента, этого толчка, откуда начнется вот это все, то так и происходит. Дорогие друзья, как говорил один очень известный исследователь, кроме чуйки, таланта и знания, каждому следователю нужна еще и удача. Вот любому человеку. Есть очень знаменитые, то есть очень умные, разумные личности, извиняюсь, очень талантливые. Но вот вечно они вот не туда попадают, не в тот момент. А есть люди, которые обладают талантом, да, они заслуживают эту удачу, но они попали в вот такой момент, и этот момент их озолотил. Тут не только дело в деньгах. Когда я говорю о денежной энергии, дорогие друзья, я не только имею в виду, что деньги, деньги. Никто не зациклен на деньгах только. Но деньги – это сила, уверенность. Если у тебя есть деньги, ты спокойно живешь. Ты знаешь, что если завтра кто-нибудь из твоих родных заболеет, у тебя есть запас, который ты можешь вытащить и потратить. Ты не пойдешь во все тяжкие, правда? Ты не будешь готов продать почку и все что угодно, лишь бы спасти. Вот из-за этого нужно сегодня строить свое завтрашнее будущее. Так вот, если вы достойны этой удачи, если вы работаете много, попросите этого Бога счастливого случая, момента счастливого случая Кайроса прилететь и схватите его за этот чуб, за локон. Кстати, хочу сказать, в индуистской традиции есть такой момент, когда женщины, загадывая какое-либо желание, хватают себя за локон, дергают себя за волосы. Есть еще другой момент. В Закавказье есть такая традиция, по крайней мере, в Грузии, когда проходит свадебная там церемония, процессия, да, свадебная, то молодые девушки, которые стоят, тайком дергают себя за локон, чтобы у них было точно такое же счастье, как они это увидели. Это очень старинная традиция, может, мало кто знает. Но кто его знает, может быть, греки принесли эту традицию в Колхиду, а дальше пошло-поехало по всему Советскому Союзу. Так вот, поскольку Кайроса мы сейчас не поймаем в воздухе и не увидим, то в знак солидарности с ним мы хватаем себя за локоны. Берете локон волос, видно ли? Вот так вот. И читая, вот так вот дергаете себя за волосы. То есть приличный такой локон. Сейчас будет вопрос, а если человек лысый, тогда дергайте себя за кожу. Ну, я имею в виду мужчин, естественно. Вот таким образом, дергая себя за локон, читайте заклинание. И делайте это 5 раз. Потому что 4 стороны света и еще одна сторона, закрытая от людских глаз, 5-я сторона света – это место, где обитают боги, духи, мертвые. То есть это не относится к сторонам света, к которым мы привыкли. Вот отсюда и название «5-й угол» будешь искать. То есть настолько испугаешься, что готов будешь идти к миру мертвых, там провалиться сквозь землю, лишь бы тебя не нашли. Вот этот 5-й угол. Так вот, в честь этой 5-й стороны света 5 раз нужно читать, дергая себя за локон. Читать можно несколько дней подряд. Можно хоть целый месяц каждый день читать, и он не устанет от этого. Но в какой-то момент счастливый случай подвернется. Когда вы идете на рынок, вам хочется купить любимые какие-то вещи, да, которые вы хотели бы, вот запланировали, но так сделать, чтобы вы попали, например, на распродажу. Есть у меня ритуал распродажи, на распродажу называется. Но можно еще и почитать счастливый случай, чтобы вам подвернулось вот такое, что, например, вы идете, а там, например, продают вот по той цене, по которой вы можете себе позволить. Я хочу вам сказать, что
без ритуала обращения к Кайросу у меня практикуется давно. Лично я так обращаюсь. Я помню, когда я хотела такое драповое пальто, красивое, красное. Она висит сейчас, между прочим. Просто я уже давно как бы пальто не ношу. Ну, неудобно уже мне по-быстрому что-нибудь накинуть. Так вот, я хотела это пальто, но оно стоило достаточно дорого. И как-то пройдя мимо этого магазина, я прочитала и забыла про это. Проходит несколько дней. Я прохожу и опять вижу вот как бы вот эту витрину. И там написано, что на все, значит, изделия 60% скидка. Я удивилась, захожу, я говорю, а почему у вас такая скидка? Это было давно еще, когда я, ну, не совсем могла позволить себе многое. Я говорю, а почему у вас такая скидка? А вы знаете, мы закрываемся, вот переезжаем, там все это переезжает на склад до открытия нового магазина, и поскольку сезон проходит, вот мы решили как бы по-быстрому это все продать. Вот, счастливый случай подвернулся. Итак, дергая за локон волос, читаем богу Кайросу. О любимый сын Зевса, почитаемый людьми, дарующий внезапную удачу. О Кайрос справедливый, подари удачный случай. В момент удачный крылатого Кайроса за локон схвачу и внезапную удачу сейчас же получу. Кайрос удачливый, Кайрос счастливый, Кайрос справедливый. Кто тебя за локон схватит, тот удачу внезапную получит. Локон в моей руке, удача в моем кулаке, от Кайроса в дар удачный случай получаю. Истинно так, заклинаю. Ну-с, дарю, проводите. И я уверена, что в скором времени опять же узнаем, какие чудеса сотворил уже этот заговор. Здесь-то ничего не нужно. Можно переписать на бумагу, с собой носить и в любом месте просто встать, и чтобы тебя не приняли за сумасшедшую, отойти куда-нибудь в другое место, дергая себя за волосы, читать, даже с телефона. И посмотрите, как то, что у вас не получалось, в этот момент получится. Ну, например, испробовать, товарищи, сдавая экзамен в ГАИ, например, попробовать. Подвернется удачный случай, инспектор будет не такой злой дяденька и поставит вам, понимаете? Вот так вот, собственно говоря. Всем удачи и всех благ.